Всем привет! С вами снова я, Лавли Нана. Сегодня мы будем играть в хоррор-игру под названием Индика. Это демо-версия, потому что полная версия я не знаю, когда выйдет. Давайте начинать. Наконец-то. Страшная игра. Я надеюсь, что меня слышно, потому что у меня прям очень громко в наушниках играет. А... Эй, с вами все в порядке? Простите, можно, пожалуйста, я посмотрю? Да что смотреть? Укол мне сделай лучше. Господи, я боюсь. Если это не ампутировать, ты и до вечера не доживешь. Ты говоришь прям как наш тюремный доктор, прям слово в слово. Только это было уже больше недели назад. Ничего не сделал? У него из инструментов, кроме тазика ржавого, и не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Только так и должно быть. Я ведь тоже с Богом говорю. С Богом. Здорово. Вставай, если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. Ох. А что значит говорил с Богом? Чего? Руку? Видела руку? Так уже неделю. Или больше. Сомневаюсь. А Бог тут при чем? Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писанному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда ушел. Каждый, блядь, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники божественный план? Эй, я понимаю, что ты думаешь, но вспомни, в Евангелии отдал отец все деньги блудному сыну. Не любимому тому, который хороший, а бандиту, тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, умирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. В кружке вот в этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде. Рябь идет. И как будто шепот. Я допил и... Ты в чашке Бога услышал? Чашки, да. Да не в том суть. Я тебе покажу, когда едем. Я тут так, конечно, это самое... вожу. Смотри, водонапорная башня. Значит, за мельницей станция. Зачем станция? Нормально едем.
У нас топливо на пару верст. Я тебя без пары не утяну. Может, лучше в объезд? Монахи не офицер, кому какое дело? Телеграфные столбы, видишь? Ай, хотя Я уже провода боюсь. оборваны. И дорога. Ну, По ней давно никто не ездил. я надеюсь, что со звуком все нормально. Тут так долго прогружается. Это потому что я выбрала ультракачество или почему? Я не разбираюсь в этом. Блять, кто так ставит? Как специально проезд перекрыли. Тормоз приржавел. Надо найти, чем гайку сорвать. Ёбаный. Ни хера не идет. Я стою, смотрю такая, ну как всегда. Так, что тут у нас? Сейчас. Давайте посмотрю, что у нас в этой стороне. Надеюсь, что меня слышно. Так, я сейчас вот что сделаю. Извините. Я хотела... Я хотела чуть убавить у себя звук в наушниках. Вот я так, если разговариваю, надеюсь, что будет... Сейчас. Все. Все, простите за технические неполадки. Давайте зайдем. Я не знаю, лампа дает свет какой-то или нет. Кстати, я сейчас вспомнила, что мне стало сложно делать превьюшки. В общем, вот это самое. Мне нужны картинки какие-нибудь в атмосфере. Куда мне встать красиво? Я зарабатываю какие-то баллы за это. Так. Больше ничего я здесь не вижу, да? Пойдемте в ту комнату. Мне уже нравится играть в это. Житие угодника Божия Варфоломея. Святой отшельник Варфоломей был так кроток нравом и благочестив, что его не боялись лесные звери. Он кормил птиц, белок, змей, даже медведь приходил к нему полакомиться вареньем, которое Варфоломей варил из лесной земляники. Однажды у Варфоломея с медведем завязался спор, который они никак не могли разрешить. Дошло даже до драки, в которой Варфоломей ударил медведя топором. Увидев, что он творил, Варфоломей упал на землю и катался по ней, слезно прося прощения медведю и Господа. Так, подобрать. Угу. Раскаяние. Каждый раз, когда вы набираете очки, у вас есть шанс получить 35 дополнительно. Прямо сейчас.
Что я должна выбрать? Давайте это раскаяние выберем. Закрыть. Так, я пришла отсюда. Это как-то больше ничего не вижу. Ой. Закроем. Сюда я не могу пройти, туда тоже. Нашла? Пока нет. Здесь мы не пройдем, я так понимаю. Да, еще можно сходить. А здесь что еще есть? Житие святого Иоанна. Однажды преподобный Иоанн упал в яму, он был богобоязненным, кротким монахом, поэтому смиренно стал сидеть в яме. На третий день Иоанн усомнился, не принял ли по малодушию испытания Господа за его волю, сидеть ли ему на дне ямы в нечистотах своих или вылезти на свет Божий. Взмолился Иоанн Господу, и в тот же момент послал Господь Иоанну знак, еловая ветвь свесилась в яму. Иоанн схватился за ветвь и выбрался из ямы. Выбравшись, он горько заплакал, осознав, что подался в прелести и гордости искушению бесовскому. В ужасе Иоанн снова прыгнул в яму, стал молиться Господу о прощении. Господь простил Иоанна и наградил его многими духовными дарами. Понятно. По этой очке у вас есть шанс получить больше. Я не знаю, что лучше. Давайте будем испытывать стыд. Не знаю. Закрыть. Так, что здесь? Закрыто. Что там? Так, что-то здесь такое. Оп. Сарай. Может, там что-то есть? Хорошо. Сейчас я тут тоже закрыто. Ладно. Лестница, сарай. А, тут заколочено все. Угу. Значит, нам нужна лестница, да? Наверное. И нужно посмотреть, куда ее поставить. Оп. Скучала по этому запаху. Гаечный ключ. Индика легко могла... Или индика? Индика или индика, не знаю.
Дико. Легко могла на глаз лечить ключ на 5, от ключа на 40. Это был где-то между. Пороскева пятница. Павел Сергеевич, папа Индики, называл Пороскеву пятницу Павией святой, наверное, потому что девки использовали икону в гаданиях, приговаривая: «Пятница, Просковея, покажи мне жениха поскорее». Прости, Господи. Так. Что-нибудь еще тут есть? Что-то я ничего не нашла в сарае, кстати. Точно? Ну, гаечный ключ нашла, ладно. А мы гаечным ключом ничего не откроем, да? Ну чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Сейчас. Ебать! Господи, помилуй. Это что такое? Просто собака, ты чего? Ненавижу. Давай быстрее. Такая собака как-то лает очень, это самое, страшно все равно. Так, а куда мне бежать? Подождите. Тихо, тихо, дружок. Мы тебя не обидим. С ума сошла, бежим. Мне нужно нажимать Shift. Я уже успела испугаться. Я не люблю бегать от монстров. Кудец. Знаешь, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. Рукой, то есть. Ну что? Зачем? В смысле, револьвер нахуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну, не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Ты мне вот что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На. На. Кудец, 20 марта. Кудец, 20 марта. В городе Спасове в соборе Иоанна Дамаскина. Единственное рациональное средство от бесплодия, пьянства, супружеской неверности и других телесных и душевных недугов. Выйти. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился. Дело не в инструменте,
а в том, что нельзя человека спасти помимо его воли. И в руке дело, короче, понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. А я тут при чем? А бесноватых к отцу водят? Всех водят. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Подсади-ка меня. Я тебя? Да, ты меня, а то потом не вытащишь. Давай. Блядь! Эй! Эй, Илья, ты живой? Илья! Да, живой. Сейчас. Ну что там? Высоко. Сейчас я найду что-нибудь подставить. А там что? Или откуда? Это, видимо, откуда мы пришли. Ну давай ищи, я не сама никуда не полезу. Ладно. Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про Кутеца и его чудеса, но именно сейчас, в Спасове. А Илья, каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом. А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Ну нет. Прочитать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Больше? Во сколько раз? Что? Ну, в 2 раза. Я не знаю. Интересно. То есть не доставить 2 письма, это как прочитать одно. А скажем, украсть деньги, рубль стянуть. Хуже. Хуже. Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разную эпитемию назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить в 1000 писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за тут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. Ты не греха боишься, ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. Возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все, как написала, вышло. Выперли. Это ж надо. Где ж такое видно? Даже Евдокию, когда она Тихона понесла, не выперли, а тебя выперли.
Сначала тебя из дома выперли, потом из монастыря. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы выпрут. Да, папенька очередную открытку на Пасху отправит. А его веру такая, мол, больше не значится. Merciful Father, receive me, a penitent, and make me as one of thy hired servants. And now I cry to thee as the prodigal, I have sinned before thee, O merciful Father, receive me, a penitent, and Почему-то я молюсь на английском. for as thou in thy deep wisdom hast had compassion on us, so also in these latter days hast thou made us anew by thy blood shedding. Сейчас, подождите, надо понять, куда идти. Выперли. By thy godlike care and might raise up my soul, which is palsied by diverse sins and transgressions, and by unseemly deeds and acts, that saved I may cry out, glory to thy power, O compassion of Christ. O ineffable and unseen grace, for who can tell of thy mighty works? O Christ, or who can number the multitude of thy wonders? Now I have come unto thee, my Lord and God, a sinful and burdened one, not having the boldness to look up into the heights of heaven because of the multitude of my transgressions. Because of thy boundless mercy and compassion, I dare to approach thee, O Christ. Receive me as thou didst the publican, the prodigal, and the harlot. Like the man who fell among thieves and was wounded. Выперли. А как мне пройти? Дай. Эти возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все как написано. Я не понимаю, куда идти. Давайте попробуем сюда. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы выпрут. Какой-то мостик. Да, папенька очередную открытку на Пасху отправит. А его вера такая, мол, больше не значится. Выперли. Такая большая корова какая-то. Я не понимаю, куда мне идти. As of old thou didst raise up the paralytic, O Lord God, by thy godlike care and might raise up my soul, which is palsied by diverse sins and transgressions, and by unseemly deeds and acts, that saved I may cry out, glory to thy power. А если не подсказки? Because of thy boundless mercy and compassion, I dare to approach Я не понимаю. Receive me as thou didst the publican, the prodigal, and the harlot. My soul is wasted with evil and is barren of good deeds, but I beseech thee. Compassion on us, so Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы выпрут. Да, папенька очередную открытку на Пасху отправит. А, А его веру такая, мол, больше не значится. Выперли. Куда ж тебе, дай? мне может наверх куда-то? Ой, я не понимаю. Ведь все, как написала, вышло. Тут можно куда-то подняться?
sin before thee, O merciful Father. Вроде нет. Receive me, a penitent, and make me as one of thy hired servants. Because of thy boundless mercy and compassion, I dare to approach thee, O Christ. Receive me as thou didst the publican, prodigal and the harlot. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы выпрут. Нет, а как мне подняться туда? Raise up my soul, which is palsied by diverse sins and transgressions, and by unseemly deeds and acts, that saved Ну me все, я там, по-моему, застряла здесь. by thy power, O compassion of Christ. I have recklessly forgotten thy glory, O Father, and among sinners I have scattered the riches which thou gavest me. My soul is wasted with evil and is barren of good deeds, but I beseech thee, O Lord, pour out upon me a drop of thy mercy and cleanse me. Матушка тебя как облупленную. Ведь все, как написала вы. Compassion on my soul, so in these latter days hast thou made us whole by thy bloodshedding. Like the man who fell among Что это? thieves and was wounded, so have I also Куда мне fallen идти? for my sins, and my soul is wounded. To whom shall I flee for healing, if not to thee, the compassionate Samaritan? Pour on me, O Christ, thy great mercy. Помогите. As a disciple of the Lord, O just one, thou hast received the gospel as a martyr. Thou art never turned Вот смотрите, так. Да, папенька, очередную Здесь всё какой-то- открытку на... Здесь есть верхний слой, но я не знаю, как туда залезть. Тут же ничего двигать нельзя, да? Куда ж теперь-то? Вот там какая-то в дверь. реактор. Нечем. Матушка тебя как... Сюда. Вот она Тихона понесла, не выперли. Тебя выперли. И сначала тебя из дома выперли, потом из А куда монастыря. идти? Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы выпрут. Так, вот я иду такая. А его верну. Такая, мол, больше не значится. Выперли. Что я туплю? Как сюда подняться, допустим? Она не прыгает. Матушка тебя как обычно. Ну реально. Receive me, a penitent, and make me as one of thy hired servants. For as thou in thy deep wisdom hast had compassion on our souls. И сначала тебя из дома. Куда мне отсюда идти? Receive me as thou didst the publican. Мне, наверное, нужно наверх какие-то My ступеньки. soul is wasted with evil and is barren of Но good я не deeds. понимаю, как But I туда beseech thee, O забраться. Lord, pour out upon me a drop of thy mercy and cleanse me, for I am defiled by many sins and have Очередную открытку на... and among sinners I have scattered the riches which thou gavest. Не значится. Выперли. О, Куда? ну-ка, 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 ну-ка. Merciful Father, receive me, a penitent. А этим возразить-то нечего. Ну все. So have I also fallen for my sins, and my soul is wounded. To whom shall I flee for healing, if not to thee, the compassionate Samaritan? Pour on me
Что-то было тяжеловато. Так, ну я боюсь собаку вот эту вот. Где собака? Да. Хороший вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова. Вот ты пугаешься меня. Так, куда мы идем теперь? Куда мы пойти не можем. Удивительным образом Индике передалась уверенность в том, что кудец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения. Ей казалось, что все последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Я поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала. Панагия. Святой Христофор был родом из дикого племени мармаритов, представители которого были огромного роста, ужасающего поведения и имели волчьи головы. Это не помешало ему креститься и проповедовать христианскую веру и мученически умереть за нее. Это какая-то альтернативная вселенная, Иконописица наша. наверное. В этом амбаре, например, желтую краску делают. Я не знаю. А где все? Авария! Взрыв! В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. Так, и все? Больше ничего нет? Так. Привет. Как бы еще не заблудиться здесь? Ничего не вижу. Житие святого митрополита Синеуста. Однажды бес вселился в волосы преподобного митрополита Синеуста. В самые нежные моменты волосы у него выпрямлялись во все стороны, как прутья веника, так что во время богослужения у Синеуста подскакивала митра, пугая прихожан. Сколько ни молился Синеуст, бес никак его не отпускал. И вот однажды Синеуст проделал в митре отверстие и подвязал туго веревочкой. Настолько туго, что, когда вышел на литургии на Иктинию, волосы его вместо того, чтобы сбить привычную митру, воткнулись Синеусту в голову. С тех пор Синеуст стал кроток и неразговорчив, а бесу пришлось искать себе новую жертву. Так Господь проучил беса. Понятно. Это реальная история? Или как-то... Мне кажется, там... Мне кажется, что история не совсем реальная, да? Или реальная? Так, смирение, шанс получить 60 очков сейчас, либо положить раз получать очки в 1-21 раз больше. Сожаление. Не знаю, как это влияет. Давайте просто получим смирение. Мы что-то по прямой идем. Закрыть. Здесь ничего не вижу. Здесь тоже. Так. Наверное, можно уходить. Она такая красивая.
Он тоже прикольный. Тут закрыто. Там еще какая-то деревня. А там мы все просмотрели? Подождите. Давайте я побегаю, что-то я так медленно хожу. А то нам скоро так заканчивать, а я все еще хожу тут. Здесь вроде больше ничего не вижу. Здесь тоже больше ничего нет. А мы сюда не можем пройти, нет? Угу. Спаситель неопалимый. Еще одно свидетельство чудесной силы Божьей благодати. Огонь уничтожил все в доме, только икона Спасителя уцелела в пожаре. Я не могу понять, что я посмотрела и что не посмотрела. Так. Я уже запуталась, где я. Так, но здесь, по-моему, дальше уже нет прав. Вот еще куда-то я могу пройти здесь. Нет, наверное. Здесь мы были, да? Это мои следы, кстати, получается. Вот. Давайте тогда пойдем дальше. А здесь? Ладно. И куда дальше? Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция. А где я найду лестницу? Я что-то упустила, наверное, да? Так, в общем, здесь... Опа. Ого. Как бы не упасть. Так. За мной не сработает. Не та эта весовка. Не уцеплюсь. Погоди, сейчас что-нибудь придумаем. То, что надо. Как-то я боюсь собаку. Она за нами следит, небось. Что такое? Вот тупая тварь. Чего стоишь? Сколько собаки могут подышать под водой? Не знаю. Я бы пару часов выждала для уверенности. Туда можно? Лестница сломана. А. Через мельницу придется идти. Ну, конечно. Я так не играю. Я никуда не пойду. Туалет. Еще туалеты. Так, понятно. Мы спрыгиваем теперь. Блин.
Это получается... Получается, скоро собака. Я ее боюсь. Ну, кстати, я думала, что мне будет страшнее, но вроде я держусь как-то. У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Как живые. Как? Ну какой-то он такой. Такой. Дочь не успел дорисовать. Одним глазом так и осталось. Порезали его. Господи, из-за запаха дурного. Да не, он на стене снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали, ну, потому что, ну не по понятиям оно. И куда дальше? Лифт! Да, лифт, да. Но он не работает. Вот и привод! Смотри, какая красота! Планетарная передача! Блокируя одно из колес, можно менять направление движения вала. Понятно. Да он не работает ни хера. Тут сейчас ничего не работает. Надо понять, как оно все приводилось в движение. Ты чего там копаешься? Шпонка. Вставляется в паз соединяемых деталей для передачи крутящего момента. Но мы не знаем, какая нам нужна, типа, что ли. Так, здесь есть разные, есть сломанные. Ладно, давайте я сбегаю туда пока. Похоже, просто надо шпонку целую найти. Понятно. Угу. Она такая, типа, овальная. Шпонка сломанная. А здесь квадратная. Тоже сломанная. Я забыла, что мне надо найти сломанную или целую, наверное. Так, а мне какая нужна? Или вон ту? Какая мне нужна? Сломанная, наверное, нам не нужна. Блин, не знаю. Если сломалась квадратная и овальная, можно попробовать треугольную. Но я не Это уверена. шпонка, предохранитель. Она должна ломаться в случае перегрузки, чтобы защитить от поломки более важной части механизма. Понятно. Вроде все правильно. Контролировать Илью. Чего мы там будем говорить ему? А что мне делать? Он где-то там? Вниз! Мешает чего-то. Не могу спуститься. А что делать? Мне куда-то сюда идти? Или я что-то не то делаю?
Я запуталась. Здесь мы уже были. Дальше пройти. Так. Нет, это я просто так что-то хожу здесь. Наверх! Поднимаюсь. А что происходит, когда он поднимается наверх? Тут какая-то штука. А это что? А мне что делать? Здесь я ничего не могу уже сделать. Пускайте! Вот это такая штука стоит. Здесь что-нибудь есть? Я не могу пройти дальше. Сейчас. Тут лестница в никуда, тут тоже лестница в никуда, можно сказать. Ой, что-то еще. Житие святого Иона. Святой затворник Иона в первые монашеские годы сожительствовал в Скиту с прозорливым старцем Оптатом, который был известен тем, что всячески испытывал и искушал братью. Не стал исключением и Иона. По утрам Оптат прятался под лавку и неожиданно с криками выпрыгивал из-под нее на Иону. Во время трапезы он с криками кидал Ионе в пищу мушек и сажу из печи. Когда Иона молился, Оптат с криками выбивал из его рук молитвослов, а когда Иона ложился спать, Оптат с криками бил его по животу горящей головней. Зачем? Что мне делать здесь? Вопрос. Может, мне эту штуку туда привезти? Или сюда? Но сюда не получается. Поднимайся! Поднимаюсь. Кстати. А если я так попробую? Вниз! Спускаюсь. Угу. Привет. Здесь мы больше никуда не пройдем. Ох, ёпт! Вон наш выход! Ты это, по доске предлагаешь идти? Боишься высоты? Не. Так. Я как-то вот боюсь, что там происходит. Айде. Я говорил, надо было в объезд. Ты в цирке был? Был. Меня сейчас съедят.
А с чего мы начинаем? Вот с этого? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, мы не успеваем. Так, сейчас подождите. И обратно я уже не могу. Ой, не пошло. Блин. Блин. А куда мне бежать? Через середину? Куда мне бежать? Мама, мама. Так. Мне страшно. Окей. Ай. Ой-ой. What an undignified death. А здесь откуда? Опять с этого или откуда? Ой. Ну давай. Блин, меня сейчас сожрут. Я не понимаю, куда идти. Я не понимаю. А можно я здесь закончу? Давайте помечтать, что я прошла игру. А куда мне бежать? Можешь мне оставить? Так, а дверь я не могу, да, просто открыть? Ну да. Он меня сейчас съест. Давай, давай, давай. Давай, давай! Я испугалась. Блин, мне жалко собачку теперь будет. Ну или что это было? Мы ее Бедный. убили. Она заслужила. Плохая собака. Грешная. Не бывает грешных собак. Грешны бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака... Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно.
А в чем разница между человеком и собакой? Все то, в чем ты винишь беса, с собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирают еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом, завидует, вожделеет, даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жоржик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить. И завоевать наиболее перспективную пару. Завести потомство. А человеку? Для собаки у тебя находится простое объяснение. Что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил? Уф. Я прошла эту демо-версию этой игры. Вот. Мне было немножко страшно, я испугалась, особенно последнюю встречу с собакой. Или это было что-то... Мне кажется, это была не просто собака. Все. Я пойду успокаиваться. Желаю вам тоже спокойствия, хорошего дня, хорошего настроения. Все, всем пока.